Здравствуйте, друзья! Многие из вас писали комментарии о том, что хотите увидеть интервью с Дитярой. Вот, пожалуйста, собственно, Дима. Уже вечер, второй день StarLadder подошел к концу. Вот, Дим, вообще первый вопрос такой у меня, наверное. Дитя Ра, как дитя Бога Ра или Дитяра? Что значит ник? Раздельно он написан, как Дитя Солнца. Да. Значит, твой ник не склоняется, по идее. Нет. То есть, например, интервью не с Дитярой, а именно с Дитяра. Хорошо, я поняла. Хочу начать с такой темы. Сейчас на форумах все активно обсуждают, что в Нави какие-то, конфликты есть. Можешь ли ты рассказать немножко об этом, что происходит, и решили ли вы уже какие-то сложившиеся ситуации, если они действительно были? Просто некоторые сообщения слишком быстро после игры появились от Ахмо, и ничего хорошего в том, что игрок так поступает, нет. Но ничего особо критичного тоже. Мы, получается, можем это списать на какие-то постматчевые эмоции или что-то такое? Наверное, да. Конфликт, если он был, у вас в команде, он исчерпан, вы говорили на эту тему? Нет, он не придирался ни к какому из игроков, просто какие-то свои эмоции выплеснул. Хорошо. Понятно, так что, ребята, значит, все нормально, не переживайте. Расскажи вообще Давай, наверное, сначала с буткемпа начнем. Был примерно недельный буткемп, были квалы к мейджору. Как ты вообще расцениваешь его? Успешен ли был или не успешен? Конечно, результаты не самые лучшие, но все равно, может быть, в каких-то других аспектах вы как-то подтянули что-то. Расскажи подробнее. Буткемп был хороший. Наше выступление на квалификациях было почти успешным. Мы обе игры с Empire, которые мы проиграли, могли выиграть. Так что я думаю, это будет хорошее начало, чтобы команда построилась к следующим турнирам. А скажи, почему были проиграны те игры? Просто я помню по разговорам, которые велись после игр, вы говорите, что, эти две игры были наши. Что же в конечном счете произошло? Почему вы их отпустили, можно так сказать? Вторая игра, она не настолько была проста, но первая, после того, как мы уже камбэкнули, мы бы эту игру в онлайне, которых мы сыграли с Эмбером довольно много, выиграли как очередную, но потому что это были квалификации, это была наша последняя победа для выхода из группы. Уже слишком хотелось победить именно, и мы пошли, когда можно было просто пофармить, купить какие-то артефакты. Поспешили, получается. Ваня Артстайл говорит, что ты самый, как же он выразился, что ты самый сейвовый эмбер в мире, что ты с рапирой никогда не проиграешь. Это действительно его слова, особенно когда две рапиры. Ваня вообще не переживает. Ты при покупке рапиры действительно начинаешь играть более сейвово или это все глупости, то есть то, что Ваня говорит? Эмбером всегда играешь аккуратно с этим билдом, полностью на дэмэдж. Поэтому, когда ты рапиру покупаешь, не особо что-то меняется. Ты как раньше мог поймать какой-то хекс, дизейбл и умереть за 2 секунды, так ты и потом можешь это сделать. Понятно. Хорошо, давай поговорим о StarLadder. Слушай, меня довольно сильно удивил пик Фуриона. Это наработки или что это такое? Потому что довольно непривычно тебе было видеть на этом герое. Это что-то, что мы пробовали. Одна из стратегий. Хотели именно ее сыграть. Не совсем удачно получилось, потому что стратегия нормальная, по сути. Мы могли и выиграть. Нужно было получше сыграть просто. А на что был рассчитан пик? Что вы просто пойдете быстро зарашите? Да нет, можно... до 25-й минуты, 30-й уже нужно зажимать в органах и граунде эти пика. Если это не получается, то тогда уже, проблемы могут быть. Я заметила, мое наблюдение, оно может быть, конечно, субъективное и недостаточно компетентным, но мне кажется, что вы игры начинаете всегда очень уверенно, но закончить сложно.
Вот, то есть там, если до 20-й минуты не заканчиваете, или до там, 30-й, и у вас такой пик, ну, прашащий, то потом уже все, no chance. Вот, как ты расцениваешь, вот чего, может быть, вам не хватает, именно вот просто можешь, вот самые, наверное, основные ошибки, которые вы совершаете, можешь рассказать о них, вот как ты видишь это сейчас? Да, я не знаю, просто в последнее время так сложилось. До этого мы играли в онлайне, у нас были 70 минут игры против мегакрипов. Мы выиграли, так что, не знаю, может быть, просто такая неудачная череда. Давай поговорим о новом патче. Нравится ли он тебе? То есть он довольно недавно, там месяц, да, зашел. Как вообще он тебе? Считаешь ли ты его сбалансированным? Да, патч довольно хороший. Некоторые герои мне казались очень балансными, но вот инвокера я рад, что его понерфили хотя бы как-то. Хотя он все еще остался очень силен. Можно было еще что-нибудь подрезать. Новые компы на фарме, на карте большие. Кемпы, понятно. Да. Это тоже плюс, я думаю. Только то, что на них можно пулить крипов, довольно странно некоторыми героями. Это еще полностью не использовали команды, но когда это получается, это может полностью испортить игру. Это как пулы виспом, но при этом висп единственный герой практически, который может это делать на миде. А на боковой линии довольно много таких вариантов. Вот. Тебе нравится вообще вот то, что вернулась в пике профетка? Нравится, как ее изменили? Профетка мне как-то никогда не нравилась как герой, то, что ты пушишь постоянно с этим. Мне больше нравится побить крипов. Против профетки это не всегда получается. А ты всегда играл на керри? Ну, на керри роли? Ну, я чередовал мид и кэрри в основном. Да, больше нигде не играл. А как бы ты описал свой стиль игры? Такой агрессивный, больше наоборот сейвовый, больше фармящий, гангающий, вот? Да, все зависит скорее от героя. Можно и бегать по карте, и убивать всех, стараться. Можно и фармить. Это все от стратегии, от героя зависит. Хорошо. А если вернуться опять к турниру, от каких команд, вот, например, в группе ты ожидал, ну, я не знаю, большего сопротивления? С кем ты считал будут ваши как бы лучшие игры, победные игры? С кем, наоборот, может, не удалось? Вот вообще, как вы подходили к играм, на что вы рассчитывали вообще? Да, любая команда примерно одинаковая для меня сейчас. Я все игры ожидаю выиграть, и неважно, кто против нас играет. Первая у вас игра была против Evil Genius, и довольно сильные соперники. Вот вообще, что скажешь о командах, которые на турнире есть вот сейчас? Не знаю, дай, может, какие-то свои прогнозы. Я не особо смотрел вторую группу, даже не знаю, кто еще там вышел. Вышли Liquid, Secret и Vega. С вашей группы вышли EG, LGD и Alliance. Вот какие-то давай свои такие, вот топ-3 назови, будем так говорить. Ну, Альянс, судя по сегодняшнему дню, могут попасть в топ-2, наверное. Еще топ-2 займет, наверное, EG, LGD. Ну так, топ-3 будет. Ладно, хорошо. EG, LGD, Alliance. Окей. Поговорим теперь о твоих там тренировках. Как ты тренируешься, сколько времени ты уделяешь доте? Или давай, знаешь, как не так. Вообще, как давно ты играешь в доту? Я играю уже 7 лет примерно. С первой доты, получается. Да. Как много времени ты вообще уделяешь этому? Ну, раньше в школьные годы мог играть и по 10 часов. Сейчас уже как-то по-другому немного отношение изменилось. То, что и ранкед матчмейкинг, может, изменил, Dota 2. Все это по-другому стало в отношении к пабликам. Но хороший игровой день играю 8 часов. А как ты подходишь к пабликам? Ты играешь определенно там, например, целый день играешь там на Эмбере, целый день там играешь на другом герое? Или как ты вообще распределяешь вот свое время в паблике? Для тебя это в первую очередь
работа или вот, знаешь, расслабиться, развлекуха какая-то? Ну, на Эмбере я заходил на фейк, играл игр 20 подряд. Мгм. Несколько дней это было. Перед турниром или как? Нет, вообще до того, как мы его начали пикать, я не играл им практически. Мгм. Но решил, что можно начать. Да. 20 игр сыграл, вроде начало получаться. Вообще, я ищу каких-то героев, которые мне нравятся. В последнее время Джаггернаута нашел, им играл довольно много. Спектра иногда. Раньше до этого всегда антимаг был, но в этом патче, может, антимаг не так хорош в пабах, как раньше. Ну, у меня есть какой-то такой небольшой пул героев, из которых я выбираю на изилайн. Мгм. Иногда приходится идти мид, там уже тоже небольшой пул. Ну, ты играешь, я так понимаю, типа, потеешь каждую игру и стараешься из каждой вынести, получается, что-то. Ну, Ну, да. то есть по фану не играешь, там, мол, нарандомить, пойти там, подфидить. Такого нет, я так На понимаю. 7К по фану как-то неинтересно играть. Ну, 7К, ничего себе. А ты в соло обычно играешь? Да. Мгм, понятно. А расскажи вообще, как тебя занесло в Нави? До этого ты играл в No Logic Gaming. Вот, как ты попал в Нави? Расскажи. Меня позвал Акбар, Мгм. мы собрали команду. Там был Дэнди и он. Мы подбирали остальных игроков. Хорошо, как тебе играть с Ваней? Ваня хороший капитан. Чем он хороший? Своим опытом, тем, что можешь сказать нужные слова в нужную минуту. Знаешь, многие там, ну, игроки, комментаторы там сетуют на то, что, мол, Ваня там где-то там плохо отыгрывает, вот Ваня там плохо отыграл, заявляют. Как ты вообще относишься к таким заявлениям? Можешь ли дать оценку Ване на игре вообще? То есть, ну да, вот так. Ну, в основном это и есть комментаторы. Игроки очень редко что-то пишут на других игроков. Но у них как-то между собой уважение есть, и поэтому такого не происходит. А комментаторы, которые мало что понимают в игре, при этом они советуют, какие артефакты собирать. Недавно у меня была игра на Эмбере, где я был с рапирой. Комментатор сказал, что надо рапиру выбрасывать, покупать Шиву. С Шивой хоть не будешь бояться умереть. Все нормально будет. Ну, может, в следующий раз так и надо будет сделать. Ты не горишь по этому поводу? Да нет, просто потом какие-то школьники или даже какие-то другие фанаты начинают писать на форумах все вот это, то, что комментаторы им сказали. Другой раз мне нужно было делать вангуард на антимагии. Это довольно интересная ситуация, конечно. Хорошо, а тогда такой вопрос. Вы команда и решаете, какие артефакты вы собираете, какие вы там, не знаю, вот пики, какие будут в игре. Вот такие вещи обговаривает один человек, либо действительно команда это все происходит. Пики у нас происходят командные. Каждый может что-то сказать, сделать свой вклад в пик. Артефакты игрок сам еще до игры планирует, что он будет собирать. Если у него какие-то сомнения есть, то он может спросить во время игры, и кто-то посоветует ему что-то. Так это примерно и происходит. А в игре, вот в матчах, кто координирует вот эту всю движуху вашу в основном? Акбар координирует много, Ваня. К лейту я стараюсь подключаться, говорить, что делать, потому что на кэрри это так должно быть. Но вообще в основном Акбар и Ваня. Окей, хорошо. Давай будем уже подходить к концу. Вот вы там знаете свои ошибки уже сейчас, вообще какое ваше настроение и какие, может быть, над какими ошибками вы будете работать. Вот так вот. Просто играть лучше, я не знаю, какие-то конкретных ошибок сейчас назвать. Вот это так, знаешь, такое понятие абстрактное. Ну, играть лучше. Ну, завтра сядем, будем играть лучше. Вот вообще вот. Ну вот мы проиграли квалификации на мейджор, просто потому что это были наши первые квалификации. Ну, наверное, так. То, что именно одна игра нас отделяла, мы проиграли игру, которую 100% мы бы выигрывали другие 10 таких же. Может, Так что, опыт, что-то типа такого? Ну, наверное. Опыт не натренируешь, надо ездить на лан.
Мгм. Ну да, наверное, чем больше ланов, потому что в последнее время и ребята уже перестали ездить. И вот надеюсь, что в этом году будет, конечно, больше ланов, и мейджеров, и интернешнлов. Как-то так. Ладно, в общем, спасибо тебе за интервью, такое позднее. Ребята, хочу обратиться к вам. Пожалуйста, поддерживайте наших игроков, потому что это действительно важно. Ребята читают комментарии и довольно так, как это сказать, по-украински прискіпливо читают комментарии. Поэтому ваша поддержка очень ценна. Спасибо вам, те, кто поддерживает. Хейтеры тоже становитесь добрячками. В общем, и скоро увидимся. Счастливо, пока.